нашего путешествия. И это город Череповец. Череповец находится в Вологодской области. При этом он крупнее всех городов области и даже областного центра. Является административным центром Череповецкого района. Располагается на реке Шексне, в месте впадения в нее реки Ягорбы. Еще один интересный факт об этом городе – это одинаковое расстояние как до Москвы, так и до Санкт-Петербурга, которое составляет 530 километров. Сегодня мы с вами прогуляемся по исторической части Череповца, побываем в центре у танцующего фонтана, посетим вокзал в нашей рубрике «Привокзальная», прогуляемся по набережной, посмотрим экспонаты в Парке Победы, зайдем покушать в нашей новой рубрике «Время покушать». Посмотрим на новый Архангельский мост через реку Шексну на последнем этапе его строительства и многое другое. Ну а начнем мы нашу прогулку с того места, где зарождался Череповец и откуда он начал расти. Мы находимся на площади Революции. Совсем недавно это была площадь жертв революции. До 17 года именовалась Соборной площадью. А 400 лет назад это была территория Воскресенского мужского монастыря. Именно монастырь и стал центром, вокруг которого начало расти поселение. Монастырь был упразднен в 1764 году указом Екатерины II. Единственная постройка монастыря, сохранившаяся до наших дней, это собор Воскресения Христова. Считается, что это самое старое каменное строение города. Дата постройки 1756 год. В советское время он использовался под склад, прачечную, слесарную мастерскую. А во время войны в помещении храма производился ремонт авиационных двигателей. Возвращен церкви в 1946 году. Собор находится на возвышенности, в месте впадения реки Ягорбы в Шексну. Эта возвышенность именуется Монастырская горка. Это действительно горка. Вот, например, сейчас мы с вами идем с набережной по Красному переулку. И это отчетливо видно. Кстати, справа достаточно оригинальный, но ничем не примечательный деревянный дом 1910 года постройки. От храма Воскресения Христова берет свое начало Советский проспект. В царские времена эта улица, как и многие улицы уездных городов, носила свое название от храма, расположенного на ней, и именовалась Воскресенской. Дом номер 1 по Советскому проспекту принадлежал купцу Виноградову. Дом построен более 100 лет назад из лиственницы и выглядит достойно для своих лет. В 1936 году на месте частного сектора была построена школа. Это первое школьное здание в Череповце, построенное после революции в стиле постконструктивизма. Ныне является одним из корпусов Череповецкого государственного университета. Бывшая гостиница «Москва» или дом с номерами для приезжих числится по Советскому проспекту, дом номер 15. Построено здание в 1850 году, а гостиница просуществовала с именем «Москва» до 1962 года. Затем была переименована в гостиницу «Коммунальная». Сейчас в этом здании гостиница отсутствует. Напротив гостиницы дом номер 12. Принадлежащий купчихе Мостафиной, 1870 года постройки. Сейчас в нем располагается Банк России. Реконструкция данного дома закончена в июне 2013 года. В доме по адресу Советский проспект, дом 21, когда-то располагался дом купца Волкова. В XIX веке на первом этаже размещался винный магазин Алексея Ивановича Волкова с погребом, который находился в цокольном этаже. Второй этаж, как и в других домах по Воскресенскому проспекту, был жилым. А дом номер 22 по Советскому проспекту – это дом мещан Милютиных. Построен он в 1877 году и является памятником архитектуры и истории Вологодской области. В 1917-18 годах здесь располагался комитет Череповецкой группы РКПБ. Напротив от этого дома, в доме 25, располагалось частное общество взаимного кредита. Целью таких обществ взаимного кредита было обеспечение своих членов дешевым кредитом, в основном краткосрочным, до 6 месяцев, а также на предпринимательские нужды.
На перекрестке Советского проспекта и улицы Коммунистов стоит часовня преподобного Филиппа Ирапского. Интересно то, что в 1996 году она представляла из себя развалины, которые выкупил частный предприниматель, и за 4 года восстановил часовню и передал ее церкви. Ну а здесь мы свернем с классического туристического маршрута и пойдем там, где не особо водят туристов. Кстати, улица Коммунистов в 19 веке носила название улица Казначейская. В этом районе города все улицы носят названия, которые они получили после 1917 года. Обратных переименований, как во многих городах, я не заметил. Вот сейчас мы находимся на перекрестке с улицей Социалистической. До 1919 года именовалась Благовещенской. А перед нами здание начала прошлого века. Сейчас здесь располагается ВДПО. Здание деревянное, но построенное с элементами каменной архитектуры. Спустимся дальше к набережной. Здесь уже современные дома вытеснили старый Череповец. Но некоторые здания сопротивляются до последнего. Вот, например, Коммунистов, дом 7. Не знаю, сколько времени он уже находится в таком состоянии, но нам удалось найти фото, где дом еще вполне жилой. Фото не позже 2013 года. Мне кажется, здесь место очень вкусное для элитного домика. Ну а мы дошли до набережной реки Ягорбы. Нынешний вид эта часть набережной приобрела в 2018 году. Кстати, корабль, который здесь пришвартован, а может быть просто стоит на дне, на самом деле отель для туристов. Скульптура на набережной «Девушка с корабликом» появилась в 2017 году, переехав сюда с улицы Ленина. У этой скульптуры два имени – Марина и Ассоль. Автор Алексей Шепелкин назвал свое творение Мариной, но в народе она получила имя Ассоль. Скульптор против такого переименования не возражал. Вот так и получилось два имени – авторское и народное. Спустимся чуть ниже по течению к месту впадения Ягорбы в Шексну. Здесь уже более свежая набережная, отремонтированная в 2020 году. Кстати, на 2022 год работы на этой набережной со стороны Шексны продолжаются. О, металлическая шишка! Похожую мы наблюдали в Обнинске. Тут еще много различных металлических скульптур. А так это место стало очень любимо горожанами и туристами после ремонта. Ну а наша экспедиция проголодалась, и мы открываем новую рубрику «Время покушать». В этой рубрике мы будем рассказывать о местах, где можно поесть, о заведениях, в которых мы сами побывали и перекусили. Это ни в коем случае не реклама, ничто не проплачено, просто это наш опыт. И в этом городе выбор пал на сеть кафе «Хочу кушать». В самом городе мы насчитали около 4 кафе, но были, правда, только в одном на улице Максима Горького. Оценим на твердую 4. Но такой совет для посетителей: обязательно смотрите чек, потому что было пару случаев, когда пробивали лишнюю позицию. Адреса этих кафе вы можете загуглить самостоятельно. Подкрепились. Теперь продолжим наши прогулки по этому городу. Отправимся в современный центр города Череповца, на площадь Молодежи. А про Молодежную площадь нам расскажет молодежь. Здравствуйте! Эта площадь открыта после капитальной реконструкции в 2019 году. Но свое название она получила немного раньше. Горожанам предложили представить свои варианты названия этой территории, из которых было выбрано название «Площадь Молодежи». Жемчужиной этой площади является светомузыкальный фонтан «Северсталь». Чаша фонтана вымощена гранитом в виде логотипа ПАО «Северсталь». Стоимость его постройки обошлась Северстали в 80 миллионов рублей.
Рядом с этой площадью находится грандиозный дворец металлургов, открытый в 1993 году. Это одно из крупнейших учреждений культуры Вологодской области и масштабный памятник архитектуры позднего СССР. Ну а на этом экспериментальный фрагмент в нашем видео закончен, и я передаю слово нашему старшему товарищу. От дворца металлургов открывается вид еще на одно знаковое сооружение Череповца. Это Октябрьский мост. Это первый вантовый мост в РСФСР. Первая свая на строительстве моста была забита в 1970 году, а 5 ноября 1979 года мост был открыт для движения. Очевидно, что окончание строительства приурочили к дате, как это часто было в Советском Союзе. Хотя фактически мост и строили 9 лет, документы о приемке моста были подписаны еще через 2 года, только в 1981 году. До строительства моста переправа через реку зимой осуществлялась по льду, а летом паромной переправой. Вот это, кстати, остатки ее пирса. Примерно такое же сооружение осталось на левом берегу реки. Ширина моста 26 метров, а общая длина мостового перехода почти 710 метров. Высота над зеркалом воды 28 метров, что позволяет беспрепятственно большим судам осуществлять проходы под ним. Высота А-образного пилона моста 83,5 метра. Более 40 лет этот мост был единственной артерией, связывающей два берега города, расположенного на Шексне. При этом у его конструкции уже большая степень износа, и он практически на максимуме своей пропускной способности. Поэтому в 2019 году было начато строительство нового моста. В генеральном плане города 1968 года ввод нового моста был намечен на 1995 год, но позже эта дата была передвинута еще на 10 лет, а потом еще. Проектирование нового мостового перехода было выполнено в 2010-2011 годах, но строительство моста началось только в 2019 году. В этом же году жителям было предложено выбрать название для нового моста. На голосовании было 8 вариантов: Архангельский, Верещагинский, Зареченский, Матуринский, Милютинский, Череповецкий, Шексненский и Южный, никому не нужный. Большинство голосов было отдано в пользу названия Архангельский. Немного технических характеристик. Длина вантового перехода 220 метров, сам мост в длину 1132 метра, на мосту 6 полос для транспорта, а также тротуары с обоих сторон для пешеходов. Благодаря хорошему финансированию сдача моста произошла на 3 года раньше запланированного срока, и 10 августа 2022 года мост был торжественно открыт. А 11 августа он начал работать в нормальном режиме, и по нему поехали машины жителей и гостей города. А мы с вами прибыли на привокзальную площадь. Кроме железнодорожного вокзала, на этой же площади располагается и автовокзал, что очень удобно для областных жителей, прибывающих сюда на поездах дальнего следования. Вокзал появился в Череповце в 1905 году благодаря строительству железной дороги Санкт-Петербург-Вологда. Это так называемая северная ветвь Транссиба, обеспечивающая выход из Санкт-Петербурга к Уралу и Сибири. Практически одновременно с вокзалом были введены в строй станция Череповец и паровозное депо. К середине 20 века пассажиропоток сильно возрос, и вокзальное здание не справлялось с нагрузкой. Все, что мы сейчас видим перед нами, было реконструировано в 2004 году. В результате реконструкции в 2008 году к основному зданию была выполнена пристройка длиной 53 метра, имеющая трехэтажную часть. Вокзал Череповца является вокзалом второго класса, его вместимость составляет 900 человек, а пассажиропоток 1518 человек в сутки. На перроне железнодорожного вокзала в Череповце установлена экспозиция, рассказывающая о подвиге медиков и железнодорожников в годы войны и об истории легендарного военно-санитарного поезда номер 312.
Экспозиция представляет собой паровоз серии «Л», санитарный вагон времен Великой Отечественной войны и маленький вагон дореволюционной постройки. Вокзал Череповца выбран не случайным местом установки. В годы войны в городе развернул свою деятельность эвакуационный пункт, который принял по железной дороге более 1500 эшелонов с ранеными и эвакуированными. Железная дорога Вологда-Череповец-Волховстрой являлась артерией, по которой туда к фронту шло абсолютно все снабжение, а оттуда везли потоком раненых и истощенных блокадой несчастных жителей Ленинграда. Через здание вокзала прошло 2,5 миллиона эвакуируемых. Тут в 450 километрах от линии фронта эвакуируемые могли хоть немного прийти в себя перед тем, как отправиться дальше на восток. Раненых лечили тут же, в местных госпиталях. Предполагалось, что военный эшелон, состоящий из паровоза, санитарного вагона, теплушки и открытой платформы, станет самым крупным экспонатом Парка Победы. Но чтобы установить поезд в музее, требовалась достаточно большая сумма. В городском бюджете таких денег не было. Парк Победы открыт к 20-летию Победы в 1965 году. В народе также называется Ломоносовским парком. В мае 2015 года часть парка была отдана под экспозицию военной техники. Работы по наполнению и оформлению экспозиции производятся до сих пор по мере поступления новых экспонатов. Более подробный обзор парка и его экспонатов смотрите в отдельном видео. 4 ноября 1957 года в только что построенном кинотеатре Череповца прошел первый кинопоказ. Первым фильмом, демонстрируемым в кинотеатре, был «Тихий Дон». Кинотеатр «Комсомолец» – последний образец сталинского классицизма в Череповце. Из 5 кинотеатров, построенные по этому проекту в России, в первоначальном виде сохранился лишь Череповецкий. Находится он по адресу улица Максима Горького, дом 22А. А мы с вами переместились на проспект Победы, чтобы прокатиться на местном трамвае. Пока мы ждем наш маршрут, а поедем мы по кольцевому маршруту номер 8, чтобы вернуться без пересадок в ту же точку, расскажем немного истории. Проспект Победы – самый длинный проспект в городе, который соединяет два района. Его длина около 10 километров. Он получил это название к 30-летию Победы в 1975 году. Трамвайное управление Череповецкого металлургического завода создано согласно приказу директора завода номер 213 от 17 сентября 1956 года. Первый трамвай в Череповце пошел 19 октября 1956 года в 16 часов. Это было большим событием в жизни череповчан. Спуском трамвая решилась транспортная проблема доставки рабочих на завод. Первый открывшийся трамвайный маршрут номер 1 ходил от фабрики обуви до завода. Череповчане получили удобный вид городского транспорта. В 1982 году маршрут номер 1 был закрыт. Основой трамвайного парка Череповца являются вагоны КТМ-5, но начали поступать в эксплуатацию и новые вагоны «Львенок» и «Богатырь». В 2022 году трамвайным парком получено 300 миллионов рублей на дальнейшее обновление подвижного состава. Но давайте вернемся к нашему маршруту номер 8. Он в своем роде уникален тем, что это единственный маршрут, который не следует на комбинат ПАО «Северсталь», в то время как остальные городские маршруты имеют там конечную остановку. А вот сейчас мы проезжаем мимо гостиницы, в которой мы остановились. Еще такая одна необычность маршрута – это то, что при следовании от вокзала трамвай фактически идет по жилым дворам, то есть рядом нету ни автомобильной дороги, ни пешеходной, просто трамвай идет по дворам через кусты достаточно близко к жилым зданиям. В некоторых местах даже выходы из подъезда выходят чуть ли не на трамвайную линию. Ну а на этом мы заканчиваем нашу прогулку по этому городу. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем городе.